Если читать летописи буквально, то может сложиться впечатление, что на Руси постоянно бушевала гражданская война, где войны славянских племен сменялись на войны княжеств, а затем на войны Московского царства против остатков славянских государств. Но это немного искаженная картина, так как единого русского, украинского и белорусского народа не существовало в то время, а компоненты, из которых они сложатся в будущем, друг с другом активно враждовали. Так, балтские племена явно вошли в состав не только белорусов, непосредственно живших рядом с ними, но и русских, так как балтские народы, как, например, голедь, жили в современной Московской области. Финноязычные народы – Мурама, Мещера, многочисленная Чудь – также влилась в состав русских, и неславянский субстрат не отрицается ни генетиками, ни антропологами, хоть он и не доминирует, но безусловно присутствует. В украинский народ органично вошли как потомки еще постсарматского населения с полянами, радикально внешне отличавшимся от прочих славянских племен и сближающихся с иранскими народами степи, так и тюркские народы, волны которых периодически приходили с востока на запад: авары, булгары, печенеги, торки, хазары, берендеи и, собственно, татары. Но тема нашего обзора еще более древняя. До этих событий уже прошла одна мощная волна между предками восточных славян, а именно война славян и русов. Здесь нужно определиться с терминологией. Если отбросить все фрик-версии и фольк-хистори, то колонизация Востока Европы проходила так. Огромный массив племен, бывших индоевропейских культур, говоривших на балтских и финских языках, был атакован с юго-запада славянскими племенами. Они медленно перемещались на северо-восток и завоевывали и ассимилировали местное население. Параллельно этому процессу, с 7 века нашей эры с северо-запада, те же земли начинают захватывать скандинавские племена. Сначала восточные германцы-готы прошли с севера на юг всю будущую Киевскую Русь, а затем выходцы из Швеции и Норвегии основали колонии в Ладоге и Новгороде, и оттуда двинулись далее. И именно их следует называть руссами, что до сих пор остается в финском названии Швеции и вообще может быть восстановлено из финского как гребцы. Также Ибн Фадлан в своем описании четко отделяет русов от славян, и первые у него явные пришельцы – мореходы, торговцы, захватчики славянских царств. Собственно же славяне, жители южной части будущей Киевской Руси, древляне, поляне, кривичи, радимичи и прочие, построившие несколько крупных городов и постепенно двигавшиеся на северо-восток, стремясь контролировать речные торговые пути, поставки воска, меда, мехов и рабов на рынки Европы. Аналогично рейдам и постепенной колонизации Англии и Ирландии, скандинавы также поступали в отношении славянского населения русской равнины. Начнем с династии киевских дорусских князей. Основателем этой династии был перевозчик Кий, а ее последним представителем – соправитель Аскольда Дир. Неизвестна их национальность и история появления в Киеве, город, который всегда был, как будто и непонятно кем когда построен. Очень вероятно, что это бывшая готская крепость, захваченная славянами, или хазарский аванпост, в котором многочисленное разноплеменное население попало под власть чужеземцев. Но Аскольд и Дир – имена очень легко выводящиеся из скандинавских. Коммуникация викинга Олега с ними также была легкой и прямой, и, скорее всего, оба правителя Киева были другой группировкой варягов, прибывших на Русь чуть ранее. Как сообщает повесть временных лет, оба были убиты по приказу конунга Олега, выступавшего от имени малолетнего тогда Игоря, как заместитель прежнего конунга Рюрика, исторической фигурой которого, скорее всего, был датский ярл Эрик Ютландский. Если бы правители Киева были не захватчиками, то, скорее всего, у них бы имелись родственники. Но о них нам ровным счетом ничего не известно. А ведь это были знатные и влиятельные люди. И если бы они поступили на службу к Олегу и Игорю, то летописи обязаны были зафиксировать этот момент. Либо же они были убиты, что также бы отразилось. Значит, династия была временной и сменилась на Рюриковичей. А вот теперь посмотрим, как это выглядит со стороны. На богатый торговый южный город из маленькой северной колонии двигается небольшое, но профессиональное войско чужеземцев. Захватывает его вместе с жителями, свергает династию и воцаряется на престоле. Вполне себе война двух народов за ресурсы,
в данном случае русов и славян. И эта кампания продолжается далее. Окружающие славянские племена русы облагают данью, тяжелой, позорной, отчего славяне восстают при первой возможности. И взорвавшийся князь Ингвар, он же Игорь русских летописей, будет убит в племени древлян, когда решит прийти за данью 2 раза подряд, вне срока. Реваншистский поход жены Ингваря Хельги, Ольги русских летописей, и ее воевода Свинельда, имевшего не только норвежское имя, но и прямые контакты с родиной, на древлянского князя Мала показательны. В этой войне русы уничтожили не только Мала и его семейство, но заодно перебили всю древлянскую знать рангом пониже, прочих продали в рабство, завершив этнический захват власти и ресурсов себе. Есть версия, что рабыня Малуша, мать Владимира, была захвачена в плен, дочерью Мала, но подтвердить ее никто толком не может. Однако этот факт показывает, что на фоне мужей и жен со скандинавскими именами на Руси в рангах князей происхождение их потомка от славянки считалось недостатком, что также говорит о войне, этноциде и подчиненном положении славян в итоге. С другой стороны, скандинавы явно пытались сблизиться. Так они быстро утратили свой язык, и уже со времен Владимира скандинавские имена ославянились, а внешность его отца, Святослава или Свендислейфа, вообще крайне необычная для викинга. Бритая голова с чубом вместо длинных волос, усы подковы вместо бороды, серьга в ухе. Князь бритой головой, как у скандинавских рабов, скорее всего уже был не на родине предков и не хранил их обычаи. А экспансия шла дальше. Русы захватывают племена, облагают их данью, садят своих детей на престол, и имя племени забывается. Так о Радимичах известно только то, что родоначальником их княжеской династии был легендарный Радим. В 885 году Радимичи завоевал все тот же Олег. На них была возложена дань, равная той, которую они платили хазарам. Можно предположить, что радимические князья не были истреблены, поскольку сдались русам без сопротивления. Канули в лету и тиверские князья, правившие многочисленным народом на Днестре. Воинственный славянский народ уличей, также возглавляемый собственными князьями, до 970-х годов вел оборонительные войны с киевскими русами. Их стольный град Пересечень находился в многомесячной осаде. Покоренные в итоге, уличи были разграблены и присоединены к Киеву, а их княжеский род либо низведен до безвестного состояния, либо уничтожен. А автором этого мероприятия снова был небезызвестный Свинельд. Последним славянским народом, сохранившим свою независимость от Киева, были вятичи. Покорять их начал еще Святослав. Если бы Владимир Мономах в своем поучении не упомянул о 2 зимних походах на столицу вятичей, город Кордон или Кордна, то мы никогда бы и не узнали имени верховного князя вятичей, Ходоты, и не знали бы о существовании его сына. Мономах умер в 1125 году. Возможно, что с правящей династией вятичей было покончено еще при его жизни. Но о народе в глухих лесах, антропологически близким скорее к западным славянам или балтам, чем к русским, ревностным язычникам, как прусы, мы о них больше не слышим. Получается, за 3 поколения русы проводили последовательную политику захвата славянских княжеств, ассимиляции и истребления прежних элит. Завершив процесс, они захватили все восточнославянские племена, перенаправив дань от них с хазар на себя, что должно было неминуемо привести к конфликту с хазарским каганатом. Именно так и вышло. Но Святослав разгромил это сильнейшее государство европейской части будущей России, причем так, что более оно не смогло восстановиться, и на равных воевавшие с Персией и Византией хазары пришли в упадок. Самое время бить по Византии, и ведь Святослав так и сделал, хотя и потерпел неудачу. После заключения выгодного мира он был убит печенежскими наемниками. Пишите, согласны ли вы с тем, что русы и славяне не были одним народом и слились вместе только после ожесточенного конфликта? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.